Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Рак. Таро прогноз на декаду на 10 дней с 1 по 10 мая. События будущего. Чего ждать? Что скоро случится или произойдет в эти 10 дней? Давайте с вами узнаем. Может быть, какая-то информация к вам придет или тайна какая-то, правда откроется. Может быть, и ваш внутренний инсайт, как ноу-хау, вы будете знать, как поступить. И, конечно, останемся реалистами. Всегда к этому призываю. На моих каналах любой Таро-расклад, таро-прогноз – это не предсказательная система. Это Таро как метафора. И вот вам выпадает эта метафора, заканчивается какой-то период темноты. И посмотрите, может быть, как переходовое значение. Это где-то с астрологическими, но тоже энергиями связано, потому что вторая половина года 2025 для вас открывает совершенно новые перспективы. Причем по всем направлениям. В центре ваше благополучие. Так вот, мы с вами рассматриваем как метафора, а метафора – это инструмент самопознания тех как раз процессов, которые формируют глубоко в нас самих какую-то проблему или, как мы видим, то, что происходит вокруг, с целью найти решение, прожить, может быть, глядя на метафору карт, ее эмоционально и снять напряжение, отпустить, может быть, то, что уже не имеет значения. Поэтому мы с вами размышляем, предполагаем и допускаем развитие чего-то или иррационального, или то, что, ну, как ситуация сама по себе развивается. То, что мы не можем и изменить. Поэтому любой расклад один из тысячи вариантов. События ближайшего времени. Что же ждать или что ждет нас в эти 10 дней? Ваш знак зодиака. Дополним колодой Таро. У нас сегодня колода добра. А первая карта – это Ленорман, который прорисовал Чиро Маркетти. И на колоде Таро первая карта – неожиданности. Неожиданность, как что скоро откроется или прояснится, какие перемены на пороге. То, чего вы где-то не ждете, может быть и так. Ну, не обязательно, конечно, это для всех проиграется, но мы рассмотрим. Ваши сильные стороны или приятные сюрпризы, добрая энергия, что пытается тоже войти на ваш порог, в чем ваша сила, что вам нужно сейчас услышать, в чем вы наиболее ресурсны. И по основным сферам жизни ваши достижения, профессиональная деятельность, у кого-то документы, у кого-то учеба. Вторая карта будут касаться вопросы финансов, денежная энергия и любовь и личная жизнь. Итак, что же спешит на ваш порог, чего ждать? Луна, но у вас свое отношение с Луной, это ваша интуиция. По этой карте проходит эмпатия, предчувствие. Вы можете в эти 10 дней где-то убедиться в том, что подсказки вашей души были очень правильными. Или есть еще и тема, которую вы, возможно, не до конца для себя прояснили, и этим вы будете заниматься в эти предстоящие 10 дней. Всегда по аркану Луна, тем не менее, нас эта карта останавливает и говорит: ты себя береги. И первое, я всегда об этом стараюсь говорить, если вы случайно оказываетесь в какой-то толпе, вам в другую сторону. Есть выражение «меня несет толпа». И вот когда мы находимся в толпе, мы собой не управляем. И это на самом деле такое серьезное состояние, поэтому какой бы ни была, какого характера эта толпа, или буквально это где-то происходит, ну, на внешней территории, да, тогда не надо вместе с толпой куда-то бежать, но это может быть и коллектив, к примеру, да, когда на работе какие-то коалиции начинают возникать, к сожалению, такое бывает, и вот тогда ни первую, ни вторую сторону мы как нейтралитет сохраняем. Нам тоже ни туда, ни сюда не надо. Может быть, вы столкнетесь с какой-то проблемой, которая еще пока не прояснена. И нам и говорят, наступит день или как выглянет солнце, и все встанет на свои места. То есть через какой-то период времени больше будет информации, больше будет ясности. Поэтому торопиться, ну, точно не стоит. А где-то на импульсе не стоит действовать или принимать важные решения, потому что пока может видеться еще что-то неопределенно. Или то мнение, которое вы сегодня имеете, вполне вероятно, завтра
в связи с какими-то новыми новостями или событиями. Вы тоже измените, поэтому возьмите это на вооружение. События ближайшего времени. Вообще здорово. 34-й аркан колоды Ленорман — это у нас рыбы. И это у нас достаток, успех, благополучие, деньги или переезд. Может быть, и не буквально, для кого-то это будет просто вот этот период, декада 1 мая, когда много согласований, какие-то учреждения, инстанции, путешествия, может быть, по чиновникам, по кабинетам. Увы, такое тоже могу предположить. И так может проиграться, потому что не обязательно деньги, а, опять же, документы или важные какие-то бумаги, что-то вы тут согласовываете. Но вообще это по максимуму ваше благополучие. Не рискуйте собой, не рискуйте своим благополучием. Где-то это может быть вопросы вашей семьи, кстати, и вы будете обсуждать темы семьи или ваши планы на будущее. Но это не когда вы один или одна, а когда это есть партнер. Но если для тех, кто один или одна, я могу допустить, что вам может где-то захотеться совершить либо куда-то поездку, либо встретиться с каким-то человеком, или вообще само по себе желание приходит обдумать свое одиночество, а нужно ли его продолжать. А если есть какой-то партнер или есть дружба, тогда вот личная жизнь, все-таки эти вопросы в эти 10 дней для вас будут иметь тоже не последнее значение. Да, вы можете здесь что-то как и обдумывать, анализировать. Аркан мыши — это всегда какой-то урон или, ну, такая мелкая пакость, например, такое тоже бывает. Может быть, это то, что у вас было предыдущий период, вас теперь заставляет быть осторожным и не принимать ничье мнение, ничью позицию. Вот, кстати, или где-то оба аркана нам подсказывают, что ты пока и себя береги, свое благополучие конкретно, и не оценивай, пока не выноси вердиктов в отношении людей, потому что что-то как в размытых границах. Облик, очертания есть, конкретики в эти 10 дней пока нет никакой. Той конкретики, которую мы можем на практике весомо ощущать или как от чего-то оттолкнуться, но и себя беречь определенно стоит. И значит, перепроверять документы, если вы таковые заключаете, или какие-то сделки. Ну, по сделкам вообще будьте внимательны. Может быть, и математически вам нужно что-то просчитать, проанализировать, какую-то стратегию, тактику свою и изменить. И пока искусство мелких шагов, мои дорогие. С одной стороны, вот это искусство, не торопиться. И энергии-то ведь они тоже, я не вижу, по крайней мере, по этим 3 картам, что происходит какое-то убыстрение. Нет, тут все идет как-то своим чередом. И вам буквально пространство тогда помогает. Ну, вот так не сорвавшись быстро, на импульсе, не создать себе тоже каких-то проблем. Или буквально просчитать действия некоторых людей. Я могу также допустить, что то, что было у вас скрыто, вы теперь можете узнать о каком-то человеке правду. И не обязательно, что это вы думали хорошо, а теперь вы откроете какой-то негатив. Тут где-то вот эти 2 аркана могут проиграться и наоборот. Вы думали о человеке, что это какой-то подвох, а тут вы примете во внимание, что нет, это я с чем-то не разобрался или не разобралась. Что-то неоднозначно по аркану Луна. Всегда вот такое значение. Давайте события ближайших дней. И очень добрый аркан — это как дерево. Опять же, это корни, это ваша семья, это ваши близкие, может быть, родные, может быть, и далекие родственники. Но это, по сути, и еще раз нам говорят про благополучие и стабильность. Дерево уходит корнями вглубь. И у нас как тут древо Цифирот изображено, и поэтому все имеет значение в эти 10 дней. И тот пережитый период, который у вас уже остался за плечами, и день сегодняшний, тут нужно все контролировать, и планы на будущее в каком-то таком неспешном формате. Учитывая детали, вам нужно отстроить, потому что основная задача — сберечь как и деньги, так и силы, так и ваши ресурсы. И прежде чем на что-то согласиться, даже если вам нужно, ну, как выбор делать,
Здесь нужно все буквально детально просчитать, но не все будет видно с первой минуты или не во всем еще пока ясность. Поэтому оставляйте себе полшага для маневра. Это будет как запасной аэродром, я, по крайней мере, вижу по этим энергиям правильной позиции. Почему? Потому что еще, что-то не определено. И пока вы окончательно не проясните, может быть, какой-то вопрос, к примеру, вы хотите что-то осуществить, а пока не знаете, как это будет согласовываться с законом, например, да? Или как будет работать в отношении вас закон. Если вы заключите какой-то договор или сделку, или оформите какой-либо документ, может быть, и поручительство за кого-то. Вот вы действуйте тогда, когда уже знаете что-то наверняка. Когда нет какого-то или темноты, или сумерек, или какой-то путаницы в вашей жизни. Вот пока путаницу не устранили, не выносите вердиктов. Сохраняйте все то, что вам дорого, ну и буквально материальное благополучие тоже. Неожиданности. Сохраняйте свое благополучие по части материальных благ. Пятерка земли и вообще пятерка – это всегда некоторый недостаток. Вы можете, кстати, и совершенно, вот в этот период принять во внимание то, что денег не хватает. Понятно, что их всегда не хватает, но это то значение, когда мы с чем-то просчитались. Мы думали, нам действительно, вроде бы мы все определили, распределили, а вот здесь, может быть, некоторые нюансы появляются и какой-то недочет. Может быть, это связано, кстати, с тем, что вам пришлось участвовать в жизни какого-то человека. И как бы вы кому-то помогли, к примеру, да? А потом в вашей жизни выяснился какой-то нюанс, и вам нужно было банально совершить какую-то проплату. И в результате вы рассчитывали загодя на одну сумму, а получилась она какая-то по итогу совершенно иная. Поэтому нам говорят, с одной стороны, внешность обманчива. Я уже где-то об этом говорила. Поэтому не замечтаться тут будет очень правильно. И не принять ничью сторону. Вот это тоже. Но могут люди делать какие-то призывы, обещая вам, к примеру, и прибыль какую-то, да? А тут нужно все просчитать, не проморгать, не замечтаться где-то, не верить на слово, а может быть эту информацию и перепроверить. Здесь может быть и такой нюанс, когда, если вы пытаетесь решить какую-то финансовую ситуацию, или вы для себя рассматриваете дополнительный доход, вот это тогда карта будет как раз и говорить о том выборе, когда прирост финансов будет постепенно, когда вы дополнительный доход или какой-то, может быть, пассивный доход для себя будете рассматривать или работу дополнительную на дому. Я вполне такое могу предположить по предыдущим двум арканам, когда и денег-то финансов будет больше. Какая-то стратегия и тактика в отношении финансов должна быть вами принята новая или с элементом новизны, потому что присутствует в эти 10 дней Его Величество выбор. И его нужно сделать очень грамотно и не просчитаться. Смена ракурса. Богатство доступно. Но, значит, удели внимание деталям. Не просчитайся. В неожиданностях вот такой совет. Добрая энергия или в чем вы сейчас сильны. Все равно вот карта будущего. Может быть, это вы хотите рассмотреть для себя какую-то новую концепцию заработков. И тогда карта говорит, буквально, может быть, пройди курс обучения, но, может быть, и как финансовая грамотность. Или, если ты хочешь какой-то дополнительный навык, ресурс, тогда обучение тоже тебе не помешает. Здесь добрые энергии к вам приходят, но когда вы видите для себя, с одной стороны, как и новые перспективы, так и с другой стороны, расширяете для себя возможности или какое-то достижение путем того, что вы не совсем застреваете в прошлом, не пытаетесь заново, где-то находиться в тех энергиях, которые тоже вам создают некоторую путаницу. Здесь ведь мы говорили, сознание – великий шаблон. И поэтому новые методы для вас совершенно необходимы, и вам помогает все то, что с элементом новизны. Да, карты говорят, ты тут должен что-то и просчитать, и изучить. Но даже если была какая-то грустная история или был в чем-то просчет, это не повод
застревать в одном моменте. Все равно нужно идти вперед. Иначе, если ты будешь в последующем пользоваться прежними методами или какими-то шаблонами, или системами взаиморасчета, вот, кстати, прежними, а жизнь меняется. Нет, тут нужно именно зрить в будущее, мои дорогие. И для себя вы люди интуитивные, здесь вам интуиция правильные даст подсказки, чему следует уделить внимание или что следует изучать. То есть идти в ногу со временем, и где-то, если у нас по земле, точнее, это у нас как пентакли проходят, и деньги, буквально энергия, то огня, вот тройка огня точнее, это у нас жезлы, дела, работа, бизнес и ваши достижения. Это те достижения, это те планы, которые вы планируете уже сегодня. Они будут важны для вас в будущем. Или в эти 10 дней вы как базу какую-то можете очень хорошую основу заложить, будущий свой успех или финансовое процветание. Но я так вижу, что деньги есть, деньги будут. Основной вопрос либо трат, либо инвестиций, либо не согласиться на какую-то ерунду, которую, пусть это не для всех, но я допускаю, что с какой-то темнотой вот может вам какой-то персонаж подъехать на стриженной козе и предложить вам, ну, какой-то вау-проект, к примеру. Или через какие-то пафосные обещания. Вот тоже могу такое предположить. А вы, не успев просчитать все до конца или основываясь на каком-то импульсе, можно попасть в просак. Поэтому берегите себя. Ваши достижения, шестерка воздуха. Это карта заслуженного успеха. Это карта еще и поездок, переезда и того успеха, который тоже к нам приходит, когда мы отплыли от прежнего берега. И нам здесь корабль, один из символов Меркурия, работа с информацией. И информация – это ваше все. Доверяй, но проверяй. В очередной раз говорю, потому что все карты нам как-то последовательно именно раскрывают информационный поток. И, может быть, буквально будут и правда в каких-то информационных новостях или в том, что вы услышите, прочитаете, может быть и письма, какая-то корреспонденция, предложение в устной или письменной форме, неважно. Здесь нужно что-то детализировать. С одной стороны, найти в себе силы, отплыть от этого прежде берега, где уже для кого-то проигрывается по достижениям даже работа на дому, работа из любой точки мира, потому что теперь в прежнем месте или в прежнем статусе, где вы теперь находитесь, вы не видите для себя перспектив, и это как побудительный мотив для вас и осваивать какие-то новые технологии или новое обучение, или новые способы заработка, а для кого-то вы хотите переехать, и тоже вы изучаете, что же я буду делать на другом берегу. И с одной стороны, это карта мужества, безусловно, когда у нас хватает решимости начать что-то. Может быть, начать с нуля, у кого-то даже так проиграется, изменить свой жизненный путь. Это как карта посвящения, и нам обещают уже успех. Но это пройдет какой-то период времени. Это не так быстро, добрые дела наспех не делаются. Но по этой карте очень хорошо проигрываются, потому что воздух, пространство, эфир, интернет, вот эти все новые технологии, которые, наверное, каждый день входят в нашу жизнь, и все время какое-то обновление происходит. Идите в ногу со временем, мои дорогие. Для чего-то вам есть смысл изучить, может быть, как работают новые финансовые системы, или в какую сторону у нас вообще, какие тенденции существуют, как и в плане новых технологий, так и где-то с финансами это у вас пересекается. Поэтому все то, что, к примеру, вас интересовало, как развитие вашего творчества, или изучить вообще, приобрести, может быть, новую профессию, новый скилл, навык, какой-то, ну, как ремесло, может быть, новое, которое перед вами дает как раз возможность или работать на дому, или работать из любой точки мира. Или, может быть, это как вторичный, точнее, доход. Вот все то, что с элементом новизны для вас во благо. Деньги. Четверка воды. Ну, правда, карта, с одной стороны, мы называем ее апатией, но это когда некоторый стопор или когда мы не знаем, как поступить. Конечно, по этой карте иногда, знаете, временное затишье, пауза словно. Хотя вам говорят, деньги есть, деньги будут. Но, может быть, и карта вам
Не дает совет куда-то с деньгами торопиться. Мы с вами об этом, в общем-то, и говорим. Пятерка земли. Тут надо хорошенько подумать перед тем, как во что-то вкладываться. О чем это нам? Но вот то, что от прошлого оттолкнуться, это точно. Десятка огня – это как какая-то многозадачность и эмоциональное выгорание. Кстати, вам карта будет говорить перед тем, как принимать важное решение, во что-то вкладываться. Как минимум переспи, да, восстанови силы. Есть такая поговорка: утро вечера мудренее. Вот тут буквально уставшие люди делают ошибки, поэтому вы не можете опираться как на прежний шаблон, я говорила, или на тот метод, как вы действовали прежде. Какая-то перезагрузка у вас должна быть. И все то, что новое, изучить, это все во благо. Император, могут быть какие-то и согласования. Если согласования, вполне вероятно, как-то по этой карте, кстати, проходит обучение тоже именно в этой колоде. И здесь как новые все те технологии, о которых я говорила, так и, может быть, какие-то согласования по части финансовых оформлений или документов каких-то важных, подписаний. И это буквально, когда у нас все должно еще и с законом как-то соотноситься или соответствовать. Мы здесь себе не можем помешать, потому что по аркану император это всегда власть. И в этом проходят банки, кстати, структуры власти, образовательные учреждения. Узнать, может быть, как в отношении вас работает закон. Не только на сегодняшний день, но и на будущее, если вы хотите что-то осуществить. Или буквально посетить некоторых чиновников, людей, вот как по аркану император, людей, наделенных властью, чтобы они для вас прояснили не в ваших догадках, вот если есть эта темнота или сумерки, а как в реальной жизни это работает. Как работает какая-то система, может быть, или финансовая, или когда вы, то, что вы изучаете, можете в последующем переложить на практику, чтобы заработать деньги. Вот здесь есть, как с одной стороны, ваша интуиция, но есть и конкретика. Есть как и мужество, но есть еще и какие-то важные согласования, которые тоже нужно все это сложить в какой-то красивый узор. Никто в спину не дышит вам в эти 10 дней, никто вас не поторапливает, поэтому вы в своих энергиях можете очень продуктивно, ну, как и работать, так и добиться успеха. И еще одна тройка. Всегда тройка – это будущее. Вы сдаете экзамен, и у кого-то буквально может быть экзамен. Пусть мы на любовь смотрим, у кого-то перевод отношений может быть на новый уровень. И если была прежде дружба, здесь вы можете что-то пересмотреть. В самом начале я уже об этом говорила. Как и в сторону плюс, так и в сторону обратную. Вы можете отказаться от каких-то отношений, если вы видите, что вы кому-то удобны. У кого-то будет буквально даже не совсем личная жизнь, а просто как ваше личное дело или ваша учеба, когда вы тоже от старого берега отплываете, потому что сдаете экзамен. Вы чем-то будете тут воодушевлены в эту неделю, это точно. Или вот эта финансовая стратегия и тактика, опять же, пусть это касается даже вашей семьи, значит, есть то, что в формате семьи, касается одновременно и финансов, и ваших каких-то перспектив чисто семейных. Ведь по этой карте работа в команде идет. Или когда мы объединяем общие усилия с единомышленниками, ну, в данном случае, раз на личную жизнь, значит, это могут быть вопросы либо вашей пары, либо взаимодействия с родственниками, либо с вашими домочадцами. Но пентакли – это всегда конкретика. Поэтому, может быть, и начинается что-то как с идеи, вдохновения. Вот это здорово проигрывается по шестерке воздуха. Но потом вот эти все ваши идеи или какую-то задумку, интуитивную подсказку, творческий инсайт нужно переложить в реальную плоскость. Может быть, и что-то согласовать. Обустроить, иными словами, свое благополучие на долгий период времени. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.